чем вы думаете, когда слышите слово «дракон»? Может быть, представляете огромного огнедышащего ящера из сказок, а может, думаете про милого беззубика или про Хагу из «Унесенных призраками». Могучее мифическое животное рождалось снова и снова у народов, разделенных временами и морями. Но почему? Почему это видение так настойчиво живет в воображении людей, от седой древности и до наших дней? Сегодня мы услышим голоса старых легенд, проследим, как чудовище стало зеркалом наших страхов, надежд и вечного поиска гармонии. Да, образы знакомы, но каковы они в глубинах мифов? Драконы первых сказаний, драконы туманных северных морей, драконы сияющего востока. Чтобы коснуться сути, приподнимем завесу времен и отправимся сквозь века, сквозь континенты, к истокам крылатой тайны. Здесь, под слоем веков, живет старая сказка. Давайте проследим путь дракона от дышащих жаром пустыни соленых морей через леса и горы к замкам и сокровищам, спрятанным в глубинах пещер. Самый ранний миф о драконе живет в шумерских глиняных табличках в эпосе Энуме Элиш. Там, задолго до рыцарских копий, дракон был не чудовищем, а силой стихии, богиней-матерью всего, первозданным соленым океаном, хаосом до всякого порядка. Звали ее Тиамат. Но младшие боги восстали против нее. Верховный бог Мардук породил Тиамат и рассек ее тело. Из одной половины он создал небо, а из другой — землю. И так возник мир. Но корни самого мотива уходят глубже, в древнюю Индию. Именно здесь Индра, бог грома и дождя, своей алмазной палицей Ваджрой рассекает тело чудовищного змея Вритры, что похитил воды мира. Капли дождя, хлынувшие на землю после победы, — это сама жизнь, вырванная из пасти поверженного демона. Этот сюжет — тот самый источник, из которого вытекли тысячи легенд, где сила порядка побеждает хаос. Ныне в Месопотамии родился знакомый нам образ крылатого дракона. Похожая история повторилась в Ливанте. В угаритских мифах семиглавое морское чудовище Латану воплощало засуху и беспорядок. Баал, бог бури и дождя, сразил Латану, вернув влагу полям и жизнь людям. И этот миф дошел до библейских сказаний почти в первозданном виде. Только там Латану известен как Левиафан. А в Древней Персии возникает образ Ажи-Дахаки, змеиного царя. Трехглавый дракон с толстой чешуей служил злому духу Ариману и должен был поглотить свет солнца и лишить мир жизни. Но его одолел герой Феридун и заточил в недрах горы. Отголоски Ажи-Дахаки встречаются в мифах иранских, тюркских и южнославянских народов. Аждахи – это злые демоны в форме змеи или дракона, которые умеют превращаться в людей и обычно предстают противниками героев. А в Греции, куда эхо восточных мифов докатилось через море, образы переплавились в титаническую битву. Тифон – ужасный стоглавый великан. Он был сыном Титана Кроноса и богини земли Геи. В некоторых мифах его изображали как дракона, но не всегда. Тифон бросил вызов олимпийским богам, но был сражен Зевсом и низвергнут под вулкан Этну. Однако, прежде чем пасть, Тифон породил целый выводок чудовищ от союза с полуженщиной-полузмеей Ехидной. Некоторые из этих монстров были как раз драконами. Они сеют хаос и стерегут сокровища. Ядовитая лернейская гидра, чьи 9 голов плюются ядом, пожирает скот, а в бою отращивает 2 новые головы на месте срубленной. Колхидский дракон, не смыкая глаз, охраняет золотое руно. Стоглавый ладон стережет яблоки и гесперид. И здесь же в Греции возникает еще один мотив.
Чудовище удерживает прекрасную деву, а герой ее спасает. В мифе о Персее царь вынужден был отдать свою дочь Андромеду на съедение морскому чудищу Кету. Но Персей сразил зверя и освободил девушку. Сам Кет драконом не был, скорее огромной рыбой. Но суть та же. Этот сюжет отзовется веками позже в легендах о рыцарях и принцессах. Кстати, само слово «дракон» пришло к нам из греческого языка, где оно значило «большая змея». Но корни его в глаголе «деркомай», то есть «ясно видеть» или «сверкать взглядом». Древние верили, что змеи и драконы обладают особым гипнотическим и невероятно острым зрением. Возможно, и отсюда родилось это имя. Оно прочно закрепилось во многих языках, пройдя через латынь. И о латыни. Когда Рим покорил Грецию, он впитал ее мифы. Однако драконы, как магические животные, не часто встречаются в древнеримских историях. Но легионы, шагавшие по пыльным дорогам Вавилона и Сирийским плато, встретили драконов Востока. Римляне переняли у парфян и персов военные штандарты в виде длинного рукава, сшитого из лоскутов ткани. Эти рукава свешивались вниз, когда всадник пребывал в неподвижности, но начинали развиваться, подобно змеям, и издавать свист, когда он приходил в движение. Полая голова в форме зубастого дракона изготавливалась из металла, и воздух, проходя сквозь нее, раздувал тряпичный хвост. Такие штандарты назывались драко. А пока на юге драконы обретали крылья, на севере, в сумраке скандинавских лесов и фьордов, драконы назывались орм, змей. И действительно, они выглядели как огромные змеи. Йормунганд, змей Мидгарда, Рагнарёк должен выйти из моря, чтобы сразиться с Тором. Нитхёг грызет корни Игдрасиля, мирового древа, дожидаясь конца времен. Фафнир, превратившийся из гнома в чудовищного змея, охраняет гору золота, пока не погибает от меча Сигурда. Здесь дракон – хранитель богатств, символ жадности и древняя угроза. Позже, уже под влиянием христианских легенд латинского «драко», в скандинавских языках появилось слово «драки», и змеи обрели крылья, став больше похожими на привычных нам драконов. У кельтов же дракон вобрал в себя не столько злую силу, сколько мудрость земли. Он мог быть защитником рода, хранителем святых источников, символом обновления, которого нужно почитать, а не разрушать. Что, кстати, роднит его с восточным драконом, как мы увидим позднее. Друиды верили, что тело дракона – это сама земля, извивающаяся под небом, а его следы – это магические потоки энергии. Легенды знали два типа драконов – крылатого, стража врат в иной мир, и морского змея без крыльев. Они стерегли сокровища и святилища, были знаком власти и плодородия, символизируя скрытую жизненную силу земли. В легендах о короле Артуре битва красного и белого драконов становится предвестником войны между бритами и саксами, а красный дракон по сей день красуется на флаге Уэльса. А в горах Шотландии известен Вахир, змееподобный морской змей, носитель грома и молний. И вот, после Шотландии и Уэльса, мы возвращаемся туда, где гром гремит над лесами и полями Восточной Европы. Миф о битве громовержца и змея вновь возникает в образах Перуна и Велеса. Велес скрывается в змеином облике, крадет стада и деву, дочь Перуна, а Перун преследует его по небу, мечет молнии и в конце концов побеждает. Славяне чаще называли дракона змеем или змием. Уже в былинах встреча с драконом была испытанием для богатыря. Самый знаменитый дракон – это, конечно же, Змей Горыныч, огнедышащий, многоглавый, сжигающий поля и похищающий девушек. В разных сказках у него было 3, 7, а то и 9 голов, как у Латану, как у Гидры. Был и другой монстр. Тугарин-змей летает над землей на бумажных крыльях, разбрасывая пламя, пока Алеша Попович не сбивает его стрелой. Это уже отголосок исторической памяти о кочевых набегах. И пока бумажные крылья Тугарина тлели в народной памяти, древний змей уже примерял новые, куда более грозные обличия. Наступает Средневековье. И все нити, восточные чудища, античные стражи, северные змеи,
славянские вороги, сплетаются в единый образ абсолютного зла. В Откровении Иоанна Богослова мы видим великого красного дракона с 7 головами и 10 рогами. Дракон стал олицетворением дьявола. Но и этот дракон пал от меча архангела Михаила. Отсюда же легенда о святых, побеждающих дракона. Святой Георгий копьем пронзает змея, угрожающего прекрасной деве, подобно мифам о Персее и Перуне. Впоследствии этот миф переродился в сказки о рыцарях, что освобождают принцесс из лап чудовищ. Старые мифы становятся рыцарскими эпосами и преданиями. Зигфрид, он же Сигурд, убивает дракона и становится почти неуязвим. В Беовульфе герой тоже сражает дракона, но и сам, увы, погибает. На Павельском холме в Кракове Смок требовал скот и устрашал людей, пока хитрый сапожник не накормил его серой. И тут можно вспомнить, как советские ученые Вячеслав Иванов и Владимир Топоров предложили теорию основного мифа, уходящего к праиндоевропейским временам. Герой выходит на бой с чудовищем Хаосом, чтобы вернуть свет и плодородие миру. Но другие исследователи не спешат с такими обобщениями, говоря, что это слишком упрощает картину, сводя богатство мифов к одному архетипу. Видимо, в этих легендах звучит не столько единый наследственный миф, сколько общее человеческое желание, чтобы после долгой ночи снова вставало солнце, чтобы земля давала урожай, а мир обретал гармонию. Так Мардук побеждает Тиамат, Сигурд пронзает Фафнира, Георгий поражает дракона. Но это лишь половина сказки. На другом краю континента, под иным солнцем, и дракон был иным, могучим, мудрым, он не был врагом. Давайте туда отправимся. И вот, пройдя вместе с драконом через Европу, мы оставляем позади замки, гербы и рыцарские копья. Мы снова на востоке, в Индии, где началась наша история. Индия, как многим известно, страна змей. Здесь под тяжелым зноем громовержец Индра сражается с демоном змеем Бритрой, что запер воды и держал их в неволе, пока молния не рассекла его кольца. Но в мифах Индии есть и другая, более мирная линия, где змеи не враги, а почти что боги. Наги. Мистические создания, чьи дворцы сокрыты в подземной Патале, глубоко под горами. Там в подземных садах цветут лотосы, а в свете драгоценных камней мерцают озера, полные жемчуга. Наги обитают и в реках, и в озерах, и в прозрачных ключах. Они могут быть добрыми и щедрыми, даровать плодородие, а могут разгневаться и отнять воду, насылая засуху и болезни. Им приносили дары и возносили молитвы, прося их о защите, удаче и изобилии. На санскрите «нага» значит «змея», а в древних рельефах их изображали людьми до пояса и змеями ниже. Это не те чудовища, которых непременно нужно сокрушить. Наоборот, у них стремились найти расположение. И пусть сами наги драконами не считаются, образ разумного, порой доброжелательного змея, связанного с водами и скрытыми сокровищами, стал для нас важной нитью, что ведет дальше в Китай. На китайской земле дракон, или точнее лун, вовсе не порождение тьмы. Это воплощение светлого начала Янь. Он роднится с дождями, реками, морями, и его дыхание приносит живую влагу иссушенным полям. Давным-давно дракон в сознании людей объединял образы Великой Матери, водной стихии и первозданного хаоса, единого лона, в котором зарождалась жизнь. Сначала дракон мог быть всего лишь тотемом племени, но впоследствии из этого образа вырос величавый, мудрый лун. Археологи находят его изображение уже в неолите,
в артефактах 5-го тысячелетия до нашей эры. И я не просто так упомянула Наг. Словно корни древнего дерева, буддизм проникал на север и восток, вместе с торговыми караванами, что шли по шелковому пути сквозь горы и пески, с переселениями племен, а позднее через миссионеров и ученых, что несли легенды в Тибет, Китай и дальше к морям и островам. Одним из таких ученых был монах Кумараджива, который переводил сутры с санскрита на китайский, и всякий раз вместо Нага он писал Лун. Хотя в Индии наги не вызывали дожди напрямую, в Китае их гневная сила сгущать тучи и будить громы была переосмыслена как доброе могущество, дарующее дождь. Так местные верования начали сплетаться с привнесенными историями, и родился культ Лунвана, царя драконов. В буддийских сутрах упоминаются целый сон лунванов, что слушают проповеди Будды и чтят дхарму. А в народной вере лунванов начали называть владыками 4 морей, повелителями дождя, хозяевами ветров и облаков, приносили жертвы и молились, чтобы они напоили поля. Если дождь не шел, статую лунвана выносили под раскаленное солнце, как бы показывая дракону беду людей, и ждали его милости. А когда дожди шли чересчур и реки разливались, драконы топили в воде, прося остановить поток. А еще в Китае бытовала забавная легенда. Мол, драконы любили кататься с крыш домов, прямо как с горок, но бывало падали с них. Один крестьянин, чьи грядки они измяли, придумал хитрость. Загнул концы крыши вверх, чтобы дракон не свалился, а наоборот улетел. Так появились изогнутые карнизы на пагодах. Дракон Лун умел изменять свой облик. Мог стать невидимым, уменьшиться до крошечного шелкопряда или заполнить своим телом все небо. Когда он взмывал в облака, молнии вырывались из его когтей, а из пасти катился огненный шар. Его рев гремел громом, тело искрилось дождем, а тучи клубились в чешуе. Но иной раз он жил в облике седого старца в дворце на самом дне моря, в чертогах, переливающихся жемчугом и кораллами, где волны пели свои древние песни. И всегда, в любом обличии, у Луна при себе была его сокровенная жемчужина. Она сияла у него во рту или в лапе, как сгусток лунного света. Эта жемчужина была символом высшей мудрости, бессмертия и власти над водной стихией. Дракон в Китае стал не только владыкой стихии, но и знаком верховной власти. Только император мог носить одежду с пятипалым драконом со священной жемчужиной. Императорским министрам дозволялись 4 когтя, а чиновникам низкого ранга 3. И вот уже от берегов Поднебесной этот сказочный дракон поплыл еще дальше, в Японию и Корею. На островах Японии Лун превратился в Рю, также духа воды, связанного с дождями, озерами и реками, но здесь он обрел самурайскую душу и синтоистское сердце. Еще до прихода буддизма японцы почитали змееподобного духа рек Мидзути. Рю впитал его суть, став хранителем урожая и посланцем богов. Японского Рю часто изображают с 3 когтями. Как говорят, дракон ушел на восток из Китая и пока шел, терял пальцы. В синтоизме Рю слился с местными божествами Ками. Например, Рюдзин – бог-дракон, повелитель морей, живет в хрустальном дворце на дне океана. А вот демон-змей Ямато Наороти, побежденный героем Сусаноу, напоминает, что свои чудовищные змеи жили в мифах Японии задолго до китайских влияний. Но сам миф не очень-то и новый. По легенде, Сусаноу встретил плачущую пожилую пару с девушкой. Оказалось, чудовищный змей требовал девушек на обед. Уже 7 их съел, и у пары осталась последняя дочь. У Ямато Наороти было 8 голов, 8 хвостов, и сам он был таким большим, что занимал 8 холмов и 8 гор. И герой победил змея хитростью, опоил его саке и порубил на куски, а на спасенной дочери этой пары женился. Образ Рю вобрал в себя черты и буддийских наг, и китайских лунов, и древних синтоистских духов. В мифологической картине мира японцев дракон амбивалентен и имеет как положительные, так и отрицательные черты. У корейцев дракон Йонг также унаследовал китайские черты. Он управляет дождями, выседает среди облаков и защищает людей. Пальцев у него 4. До Кореи он дошел раньше, чем до Японии. Драконы считаются символом удачи и приносят духовную ясность благодаря своим громким голосам, которыми они разгоняют заблуждения и порочные мысли людей.
Изредка дракона изображали с гигантским шаром во рту или лапах. Это был камень Чинтамани, философский камень в буддизме. Считалось, что обладатели данного шара могли получить могущество. Так как дракон являлся владыкой дождей и влаги, к нему обращались за помощью в избавлении от приносящей смерть всему живому засухи, для чего строились целые храмы, в которых поклонялись этим могущественным существам, выбирая в качестве подношения рис, вино и фрукты. А в Тибете легенды о древних хозяевах озер и родников слились с индийскими нагами, когда буддизм пришел сюда через Гималаи. И сплелись они в такой причудливый узор, что уже невозможно сказать, где заканчивается один и начинается другой. Лу живут в озерах и ручьях, управляют дождями и могут наградить человека богатством, но также могут разгневаться и насылают болезни. Поэтому их старались задобрить молитвами и ритуалами. Местные Лу носят также черты драконов Китая. Считается, что одна из резиденций Лунваны находится в Тибете, глубоко под землей. Стремительное движение дракона в небе рождает молнии и грохот, а когда драконы летают, улыбаясь и смеясь, они разбрасывают в стороны дождь. Когда же приходит время зимы, они укладываются в спячку в глубокие скальные пещеры до самой весны. В бескрайних степях Монголии рассказывают о Луу, драконе, чей образ пришел из тибетского буддизма, где дракон был громовержцем. Здесь он вобрал силу бога неба Тенгри. Дыхание дракона пышет молниями, а рев катится громом по равнинам. Когда Луу мчится в тучах, хвост его, свиваясь и распрямляясь, рождает зорницы. Но земли и воды степи издревле принадлежали духам – лусам. Лус не дракон, а дух хозяин конкретного места – озера, горы или леса. В легендах он является в разных обликах, например, быка или дерева, а иногда вовсе бесплодным. Лусы даруют плодородие, но могут наслать болезни, если их оскорбить. Но с расцветом буддизма образы Луу и лусов начали сливаться. Шаманы и монахи вместе просили Луу управлять лусами, чтобы те не вредили людям, а дарили дождь. Так родился уникальный сплав. Луу стал небесным властителем, а лусы его земным воплощением. Есть здесь и привычный миф о драконоборчестве. В бурятском эпосе Гесер герой сражается с Абаргамагоем, гигантским змеем-драконом с 27 головами и 33 хвостами, что бесчинствовал и вредил людям. Чудовище было таким огромным, что трижды обвело гору, перекрывая собой реки. Гесер, собрав богатырей, пошел против змея и пронзил главную голову копьем. Когда дракон испустил дух, оказалось, что он стерег древний серебряный склад. Герой сжег змея на костре из вековых кедров, пепел развеял осиновой лопатой, а серебро разделил между воинами. И вот, обогнув горы и пустыни, пересекши равнины и моря, мы видим, как древний архетип мудрого водного змея, что дает дождь и плодородие, снова и снова проявляется в облике дракона, будь то на скатах китайских крыш, в струях японских фонтанов или в шаманских песнях монгольских степей. Но, возможно, драконы были за пределами Евразии. И да, и нет. Отправимся в Африку. На берегах Нила в Древнем Египте по ночному небу скользит Апоп, исполинский змей хаоса, который выпивает всю воду, насылая засуху. Бог солнца Ра рассекает его мечом, но каждый раз Апоп воскресает вновь. Его битва с Ра – та же архетипическая схватка, что у Индри и Вритры. Бог против змея хаоса, свет против бездны. Но если Индра победил Вритру единожды, то Ра сражается с Апопом каждую ночь. Но Апоп проигрывает, и каждое утро восходит солнце. И другие боги славят Ра. Велик Ра, малы враги. Вознесся Ра, пали враги. Есть Ра, нет тебя, Апоп. Также стоит упомянуть Сета, бога песчаных бурь. Когда греки пришли в Египет, они увидели в Сете своего чудовищного Тифона, стоглавого великана, а иногда дракона, побежденного Зевсом. Жрецы поддержали параллель. Сет стал изображаться со змеиными ногами, а папирусы звали его Сет-Тифон.
Но Сет драконом никогда не был. У него была голова шакала, и он был истинным богом хаоса, войны и разрушений. Вспомните, в Европе дракон нередко жаден, злобен, копит золото в пещерах, отравляет воздух своим дыханием и ждет, когда придет герой с мечом. В Азии он почти всегда другой, мудрый, величавый. Он правит водами, несет удачу, укрывает землю дождем, чтобы всходили рисовые поля. На Ближнем Востоке дракон – это хаос, первозданная угроза, которой противостоит космическое добро. Так где же драконы в Африке? В чистом виде их нет. Здесь, среди саванн, джунглей и долин великих рек, живут мифы о змееподобных духах. Эти создания столь же многолики, как сама Земля. Они могут быть щедры и даровать дождь, а могут разгневаться и уничтожить все на своем пути. К примеру, на берегах Замбези рассказывают о Ньяме-Ньяме, речном владыке с телом змеи и головой рыбы. Он охраняет свой народ Тонга, ведет их сквозь засухи и наводнения, а вода под его чешуей таит саму жизнь. В этих историях драконы не просто разрушители и не только созидатели, они стражи священных мест, рек, гор и лесов. Они блюдут границы между миром людей и миром духов, между плодородием и засухой, жизнью и погибелью. Так африканский дракон вновь показывает ту самую двойственность, что проходит сквозь все культуры. Он сеет страх и благоговение, приносит дары и требует жертв. Он напоминает, что все в этом мире держится на тонкой нити. А мы тем временем перенесемся через океан, в Америку. Здесь на каменных ступенях пирамид кружат ветры, а с их вершины глядит Кецалькоатль, пернатый змей. Его имя сложилось из двух слов. Коатль на ацтекском значит «змея», и покрыт он изумрудными перьями птицы Кецаль. Корни культа змея в Мезоамерике уходят в глубокую древность. Первые изображения птицеподобных змей датируются периодом с 1150 по 500 год до нашей эры. У тольмеков это божество воздуха, божественных вод и плодородия, а впоследствии он стал одним из богов-создателей мира. Кецалькоатль – сын облачного змея Мишкоатля и богини Чемальмы. Древние майя переняли культ Кецалькоатля, но называли его Кукулькан. Самая знаменитая постройка древнего города Чичен-Ица посвящена именно ему. Это пирамида Кукулькана, пернатого змея. По краям ее широкой лестницы тянется каменная балюстрада в виде извивающегося змеиного тела, и в дни весеннего и осеннего равноденствия здесь происходит завораживающее чудо. Игра света и тени оживляет камень, и по ступеням словно ползет сам Кукулькан, спускаясь к людям с небес. Если мы отправимся на север, где над прериями плавает горячий воздух, как нам встречается иной дракон? У народов Сиу, Лакота и Чероки известен рогатый змей, древнее существо, у которого на голове вырастают оленьи или буйволиные рога. Его называли Синхоло или Унтенхила. Этот змей жил в озерах и глубоких реках, а иной раз взмывал в небо, принося бури. В мифах он мог быть как дарителем дождя, так и страшным духом, насылающим болезни. Иногда герои отправлялись охотиться на это чудовище, чтобы завладеть его магической силой или защитить людей от его гнева. И снова мы видим знакомый лик водного змея, связанного с облаками и грозами, с благодатной влагой и опасной стихией. Если же двинуться через Тихий океан, мы попадем в Австралию. В Австралии драконов нет. Но на этом древнем континенте живет радужный змей. Он покровитель неба, воды, дождя, плодородия, шаманов и знахарей. Миф о радужном змее существует в культуре аборигенов Австралии уже очень давно. Древнейшие известные наскальные рисунки, изображающие радужного змея, имеют возраст как минимум 6000 лет. Существует даже предположение, что прообразом радужного змея могли быть огромные змеи рода Ванамби, населявшие Австралию и вымершие вскоре после прихода туда человека. Аборигены верят, что Земля – это живое существо. Под землей живет великий змей Унгута, а Млечный Путь – это еще один змей – Баланганда. Считалось, что эти две змеи создали все живое на Земле. Когда змей поднимается в небо, то можно увидеть его собственными глазами, ведь радуга, что охватывает горизонт, и есть его живое тело. И где бы мы его ни встретили, у берегов Нила, на пирамидах Теотиуакана или в красной пыли Австралии, дракон говорит нам одно и то же. Воды текут, жизнь расцветает, и вечная песнь природы звучит вновь.
Так что же объединяет всех драконов? Ну, они все не настоящие. Но если присмотреться к их облику, можно заметить удивительное сходство. Они словно собраны из разных частей животных. К примеру, у Тиамат голова и передние лапы льва, крылья орла и покрыта она чешуей. Восточный дракон описан так: голова верблюда, рога оленя, шея как у змеи, чешуя карпа и лапы тигра. Однако в основе почти каждого дракона лежит змея, символизируя связь с глубинами земли и тайной. И почти всегда они могут летать, объединяя мир земной и небесный. Откуда же взялся этот образ? Возможно, корни лежат в древних находках. Огромные зубы мегалодонов, черепа саблезубых кошек, позвонки диплодоков – все это могло породить первые легенды о гигантских существах, когда люди находили подобные окаменелости. Также на образ драконов повлияли опасные звери, гибкость и яд змей, сила и когти больших кошек, устрашающая пасть крокодила, быстрая смертоносность хищных птиц. Образ дракона мог слепиться из этих реальных страхов, усиленных воображением. Есть еще тотемная теория, особенно это похоже на восточного дракона. Тотемы разных племен слились в могущественный символ, который объединял людей и связывал их с силами природы, дождем, реками и плодородием. Его силы не укрощали, а почитали. Некоторые ученые считают дракона врожденным образом человеческой психики, символом стихийной мощи природы, неподвластной человеку. И этот архетип чудовища мог независимо возникать в разных культурах. Сейчас у нас происходит драконий бум. Они повсюду, дышат огнем в блокбастерах, летают на страницах бестселлеров, сражаются в эпических играх. Вспомните Смауга, саму квинтэссенцию западного дракона, мощь, злато, неприступность. Или, например, драконы Таргариенов, уже не просто чудовище, а оружие и символ власти, укращенные, но не до конца. Мир анимации подарил нам Беззубика и Дракошу, силу, завернутую в обаяние. Но бум этот не только порождение Голливуда. На Востоке дракон никуда не уходил. Десятки рук поднимают длинное тело дракона на шестах, оно извивается над толпой гибкими волнами. Это ритуал, передаваемый из поколения в поколение в движении, музыке и цвете. Так две традиции переплетаются, и западный дракон эволюционирует в играх и сериалах, и восточный не отстает, допускает корни в глобальной поп-культуре, рождая новые смыслы. Только задумайтесь, сколько людей прямо сейчас делают тату с драконом. Если бы драконы брали плату за использование образа, их золотые запасы давно затмили бы Фафнира. Меняются формы, меняются носители, но суть остается. Дракон – вечный символ неукрощенной силы природы, которая страшит и притягивает. Но мы уже понимаем, драконы – это не просто страх и ужас, это древняя стихия, сила и мудрость, которую герой порой укрощает, чтобы вернуть миру порядок. И лишь одна загадка остается неразрешенной. Что было первым – дракон или яйцо?